Осторожно, едет скоростью. Следующая станция Ольховая. The next station is Ольховая.
Станция Ольховая, станция Сокольнической линии метро, открыта в составе участка Саларьево-Коммунарка 20 июня 2019 года. Выход на Калужское шоссе, административно-деловой центр Коммунарка, медицинский центр Новомосковский, жилой комплекс Дубровка и префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Станция названа по близлежащей Ольховой улице деревни Сосенки. А улица так названа в честь одной из распространенных деревьев ольха. Это род кустарников и деревьев семейства березовых. Ольха растет на всей территории Европы, в России и в некоторых странах Азии, в Северной Америке и в Южной Америке только в горной системе Анды. И в Африке в 3 странах: Тунис, Алжир, Марокко. Ольха очень ценится в древности и в нынешнее время. Ольховый уголь ценился для изготовления охотничьего пороха. У крестьян России ольховые дрова используются для выжигания сажи в печных трубах, особенно после сосновых деревьев. Ольховые стружки и опилки используются для копчения мяса и рыбы. Всем привет гурманам и привет всем гитаристам. Древесина ольхи применяется также для корпуса электрогитар. Все эти 3 станции и последующая станция, к которой мы сейчас с вами поедем, они были открыты по сути на пустыре, который сейчас активно застраивают под жилье. Отправляемся дальше. Следующая конечная станция Коммунарка. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Коммунарка. The next station is Коммунарка. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам детей и женщинам.
Станция Коммунарка, конечная станция Сокольнической линии метро, открыта в составе участка Саларьево-Коммунарка 20 июня 2019 года. Выход на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, улицы Фитаревская и Сосинский стан, жилой комплекс Москвичка и к деревне Столбово и поселку Коммунарка. Вот тут даже самолет тут пролетают. И это, в принципе, не удивительно. В нескольких километрах находится один из международных аэропортов Москвы – аэропорт Внуково. Название Коммунарка было присвоено подсобному хозяйству рядом с деревней Фитарево в 1925 году по инициативе самого жестокого человека в Советской России и в Советском Союзе – основатель тайной полиции ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. А в 1929 году началось строительство совхоза «Коммунарка», которое просуществовало до 90-х годов. В 1920-е годы поселок Коммунарка и деревня Фитарево были независимыми населенными пунктами. Их отделяло 1-2 километра друг от друга. Однако в 30-е годы началось строительство совхоза «Коммунарка», и по своей сути «Коммунарка» поглотила деревню Фитарево. Из 60-х годов Коммунарка упоминается в литературе как поселок городского типа. Поселок Коммунарка являлся совхозом до 1990-х годов. С этого года поселок Коммунарка это больше всего напоминало один из городских поселений. Однако с 2012 года поселок Коммунарка принадлежит Москве. И с этого года началось активное жилищное строительство. Итак, метро протянулось в Новую Москву в поселок Коммунарка. На этом развитие Сокольнической линии еще не завершается. В перспективе еще одна станция Потапова. Рабочее название Новомосковская. Это будет ближе к району Южное Бутово, один из отдаленных районов Москвы. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве, куда следите на канале. С вами был я, Сэмзэй, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.